Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре отвечаю на ваши вопросы, какого размера получается готовая лепнина из новогодних молдов. Также на примерах покажу вам, что лепнина таких размеров отлично сочетается с шарами разного диаметра. Ссылки на молды я оставлю в описании под видео. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересен и полезен. Приятного просмотра! Начну с молда «Елка с подарками». Молд очень хорошего качества, так как лепнина получается очень рельефная и видны все детали, вплоть до маленьких шариков, ленточек и звездочек на елке. Очень красиво смотрится на шарах диаметром 8 сантиметров. Дополнительно я либо окрашиваю эту лепнину, также добавляю стразы или цепь со стразами. Также лепнина из этого молда отлично подходит для декора верхушек. И в этот молд отлично закладывается текстурная паста Sonnet и также зефирная глина Crafters Clay. И сейчас я вам покажу размеры именно готовой лепнины, которая получается из этого молда. В длину елка 6,5 см и 4 см в ширину я меряю по самому большому основанию. Лепнина такого размера отлично подойдет, как я говорила уже ранее, для шаров диаметром 8 см, также для шаров диаметром 7 см. И отлично она украшает верхушки на елку. И следующий молд, про который я вам расскажу, это олень. По нему было очень много вопросов, как он выглядит, и также в этом году он лидирует по заказам. На этом молде несколько вкладок для лепнины, 2 оленя и 2 снежинки. И самая популярная лепнина из этого молда это вот такой олень. Очень красиво смотрится как на верхушках, так и на шарах диаметром 8 сантиметров. На шары диаметром 7 сантиметров уже будет великоват. На данный момент в наличии нет таких шаров с оленем, но вы можете посмотреть по ссылке вверху видео, как смотрится такая лепнина на шарах диаметром 8 сантиметров. Размеры готовой лепнины: в высоту олень получается почти 8 сантиметров и в ширину 7 сантиметров. Также мне писали, что такой молд есть только с одним оленем и составляет его размер 14 на 14 сантиметров. Соответственно, готовая лепнина таких размеров не подойдет для декора шаров 8 сантиметров и верхушки. Он получается слишком большой. Остальные фигуры из этого молда я тоже использую, но более редко. Снежинку, допустим, из этого молда я сочетаю с другими фигурами. И как пример, вот такая верхушка, на ней отлично сочетается снежинка такая и елка с подарками. Фигура оленя, который поменьше, хорошо смотрится на шарах диаметром 7 сантиметров. Его можно использовать как одиночно на шаре, так и добавив еще какой-то элемент лепнины. Размер оленя фигуры поменьше, в высоту 4 сантиметра, а в длину 5 сантиметров. Поэтому для шаров диаметром 8 сантиметров эта фигура будет маловато. Этот молд тоже очень хорошего качества. Готовая лепнина получается рельефной и видны все детали. И следующий новогодний молд это часы, которые показывают без 10-12. Такого плана молдов много, но я искала именно такой. Размеры готовой лепнины отлично подходят для декорирования шаров 8 сантиметров и шаров 7 сантиметров. Также хорошо смотрится на верхушках для елки. Готовые часы получаются в высоту 5 сантиметров и в ширину 4 сантиметра. Всю лепнину можно окрашивать, использовав для этого акриловые краски. Также я покрываю либо просто белой краской и посыпаю сверху глиттером, либо же просто окрашиваю лепнину нужным мне цветом краски. Но так как эта лепнина новогодняя, я часто добавляю сверху глиттер. И белого цвета лепнину я использую в основном только для декора шаров в белом мраморном бархате. А следующие молды, которые я вам покажу, советую приобрести обязательно, так как их можно использовать как основной элемент декора, так и использовать дополнительно для декорирования елочных игрушек с другой лепниной. Первый молд это рамка в высоту 7 сантиметров и в ширину 4,5 сантиметра. Этой рамкой можно отлично
можно задекорировать как шар диаметром 8 см, так и шар диаметром 7 см. Также эта рамка идеально сочетается по размерам с кабошонами и подвесками. Рамку можно дополнительно задекорировать цепью со стразами или же просто стразами. Следующий молд, который я покажу, это тоже новогодний молд. Лепнину из него я использую как дополнительный декор к основной лепнине. На этом молде представлены маленький олень, маленькая елка, сани и различные подарки. Такие фигурки можно использовать для декора коробок. Иногда заказчики просят задекорировать коробку дополнительно. Размеры этих фигурок очень маленькие, от 1,5 см до 3 см. А вот использование таких фигурок в таком размере для декорирования елочных игрушек я не советую, так как размеры слишком маленькие и будет смотреться это немного странно. Но дополнить декор такими фигурами на игрушке в принципе можно. Все зависит от вашей фантазии и сочетаемости элементов на игрушке. Следующий молд я тоже советую приобрести, точно так же как и рамку, так как использовать его вы будете часто, потому что такие узоры пользуются тоже популярностью и отлично сочетаются с другой фигурной лепниной. Те узоры в длину идут по 8 см, кроме перышек. Перышки в высоту идут 5 см, а в ширину 2,5 см. Допустим, перышки я использовала без другой фигурной лепнины, но дополнительно их украшала цепью со стразами и стразами диаметром 2 мм. Вся эта фигурная лепнина с этого молда отлично подойдет для декорирования шаров диаметром 8 см, 7 см и также для верхушки на елку. Также хочу немного добавить про качество этих молдов. Молды эти я использую почти каждый день уже более 4 месяцев. Да, я в них закладываю текстурную пасту Сонет, я часто их вот так выгибаю, чтобы паста хорошо запала во все уголки. И они не трескаются, не рвутся, и лепнина получается детальной. Также у меня есть молды более крепкие и тонкие, но по качеству они абсолютно одинаковы. Также я уже жду посылку с новыми молдами, так как после Нового года я уже начинаю готовиться к новому сезону елочных игрушек, и мне нужно знать заранее, какие варианты елочных игрушек я смогу предложить в новом сезоне. И, конечно, после Нового года я еще начинаю готовиться к другому празднику, это Пасха. Если вы думаете начинать делать такие елочные игрушки, то я советую вам уже сейчас покупать различные материалы, которые вы будете использовать для декорирования и создания таких елочных игрушек. Надеюсь, видеообзор был для вас интересен и полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!